Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом видеоролике я хочу изготовить на токарном станке довольно необычный проект. А именно, 3 свободно вращающихся куба в кубе, изготовленных из алюминия. Сборную солянку из алюминиевых болванок расплавил в муфельной печи. Ложкой вытащил весь шлак и залил в пустую банку из-под газового баллона. Итак, заготовку из алюминия на токарном станке грубо ободрал. Получилась неплохая такая заготовочка, за исключением одного косячка. С одной стороны есть небольшой усадочный кратер. Думаю, что он мне не помешает. Почему? Во-первых, потому что мне примерно на 1/4 заготовку по торцу, точнее, да, по торцу придется сточить, для того, чтобы выйти на необходимую длину грани кубика. Ну и внутри еще будет производиться расточка. Так что думаю, что весь кратер этот я просто сточу. Что делаем теперь? Теперь в первую очередь необходимо изготовить оправку для кубика. Оправка нужна для того, чтобы фиксировать сам кубик и расположить его правильно по геометрической оси его вращения. У меня в моем случае это обыкновенная сантехническая труба. Внутри я сейчас буду производить расточку диаметром 53-54 мм. Отрежу в необходимый размер и распилю при помощи УШМ. Также внутри сделаю небольшой уступ, чтобы кубик не полностью скользил внутри оправки, а становился в стопор. Чтобы у меня было именно точное позиционирование заготовки, пока я ее буду вращать. Ну что, изготавливаем оправку, потом изготавливаем кубик. Вся токарная обработка будет выполнена на вот этом маленьком токарном станке Visan VM210 F4 с электронной гитарой. Это самый маленький класс станков от этой компании. Сначала обрабатываем по торцу и по наружной поверхности. Так, теперь установил расточной резец на глубину 35 мм, растачиваю внутри до диаметра 54 мм. Итак, внутри расточил и вышел на размер 53,5 мм. Больше делать не стал, потому что стенка становится слишком тонкая. Теперь необходимо отрезать, ну вот до величины точения. Это примерно будет 40 мм. Так, ну а теперь обратную сторону немножечко торцанем. И сделаем фасочки, чтобы все было по-человечески. В принципе, с оправкой на этом все. Вот так. Ну и фасочки сделаем. Одна. Вторая. Ну все, оправка в принципе готова. Ее останется лишь только по шву, где он здесь есть. Вот он шов. По нему я сейчас при помощи УШМ разрежу. И все будет готово. Теперь немножечко теории для того, чтобы понять, что мы делаем дальше. Дальше нам необходимо вычислить длину грани кубика, для того, чтобы его выточить на токарном станке. Как хорошо, что в мастерской есть доска, всегда можно наглядно показать, что мы делаем дальше. Значит, у нас имеется окружность. Эта окружность, это внутренний диаметр самой оправки, равный 54 мм. Вписываем сюда кубик.
Ну и из курса школьной геометрии нам известно, что в квадрате, вписанном в окружности, его диагонали равны диаметру самой окружности. Значит, вот эта диагональ и вот эта диагональ равны между собой и равны диаметру 54 мм. Но то как это кубик, внутри прямоугольные треугольники. Значит, все вот эти катеты, они равны между собой. Значит, обозначим катет А, катет Б и гипотенуза С, которую нам и нужно вычислить для того, чтобы из алюминиевой болванки выточить кубик. Значит, так как у нас диаметр 54, диагональ 54, значит катет будет равен 27 мм. И этот катет будет равен 27 мм. Ну и все. Теорема Пифагора. Мы знаем, что сумма квадратных катетов равна квадрату гипотенузы. Из этого С равно корень 27 в квадрате плюс 27 в квадрате. Итого С равняется 38 приблизительно и 2 мм. Для того, чтобы нам было все легко считать, мы С сделаем равным 38 мм. Все, грань кубика равна 38 мм. Это. И если как бы мы его не ворочали, все будет 38 мм. Вот теперь из заготовки будем изготавливать кубик. Значит, высота у нас сейчас заготовки составляет 54,5 мм. Значит, по торцу нам надо сточить 16,5 мм. Ну, возможно, как раз таки уберем сам кратер. Прижимаем заготовку к патрону. Ну и стачиваем. Касаемся, обнуляем лимб. Готово. Итак, что у нас из этого всего получилось? 38,2. Две десятки я оставил под чистовую обработку. Теперь необходимо снять грани с левой и с правой стороны. Диаметр заготовки у нас составляет 57,5 мм. Это значит, нам нужно 38. Так, 17,5 плюс 2 мм, 19,5. Но 19,5 нужно поделить на две части, чтобы можно было равномерно и здесь снять, и здесь. Значит, по... Так, 19,5, это значит, у нас получается по 9,75. Надо снять с одной стороны. Как устанавливаем заготовку? Базой у нас будет второй и третий кулачок. На первый просто облокачиваем заготовку. Облокотили и затягиваем. Вот эти два кулачка спозиционируют нам заготовку и сделают ее перпендикулярной движению резца. Нам это нужно. Ну вот так вот, да, еще потихоньку, сильнее, вот так вот. Все, 9,75 со стороны снимаем. Обнуляем лимб. Поехали. Ну вот. Ну и дальше в таком же самом темпе по кругу мы изготовим кубик. Как раз сейчас сверимся, что у нас здесь получилось. Так, здесь у нас так и будет 38,2. Здесь мы уже выходим на этот размер. Это очень хорошо. Ну и все. Остается с другой стороны снять то же самое. Так, 9,75. Так и получится. Позиционировать теперь можно вот так. И выйти в размер. Ну и по кругу мы делаем кубик. Так. 4 грани готовы. Так, прикинем по размеру, что у нас получилось. 38,2, 38,2, 38,2. Все, отлично.
Теперь необходимо сточить вот эту грань и вот эту грань. Тут уже гораздо проще. Здесь можно именно до плоскостей точнуть, потом померить размер, переворачиваем и уже выходим на нужный нам размер. Да, такое количество материала переводится в стружку. Как позиционируем теперь деталь? Опираемся полностью на первый кулачок, это у нас будет база, а вторым и третьим мы поджимаемся. То есть вот так зажали и затягиваем. Готово. Можно точить. Ну, в принципе, готово. Все равно мне здесь фаски делать, поэтому теперь берем и переворачиваем заготовку. И все. Вот так. И точим. Ну, теоретически все. Практика, как правило, отличается от теории. Вот такой кубик получился. То, что здесь следы от кулачков, в принципе, ничего страшного, потому что все равно будет чистовой проход алмазным резцом. Так, что у нас получилось? 38,2, 38,2, 38,2, 38,4 затесалось. Где-то, видимо, неровно поставил. И 4. И 2. Да, есть немножко наискосочек. Ну, в принципе, ничего страшного, сейчас пыльну в размер. Теперь снимаю фаски и пробую, встает ли она в оправку или нет. Итак, вот оправка, которую я изготовил, она еще не разрезанная. И вот он кубик. Ну, а теперь момент истины. Расчетные величины сходятся с практикой или нет? Великолепно. Просто великолепно. То, что надо. Ну, теперь разрежем ее и будем растачивать. Ну, вот то, что надо. Итак, заготовка в виде кубика у нас есть, оправка у нас есть. Теперь необходимо изготовить саму задумку. Методика здесь несложная, но для ее понимания я изображу это все в виде эскизов. Значит, у нас имеется кубик. Разлину его по диагонали, чтобы было удобнее понимать. Ну и сделаем осевые линии. Растачиваем окружность. Первое. Если мы внутрь впишем кубик чисто по диаметру окружности, он у нас будет выпадать. Поэтому необходимо кубик вписать так, чтобы он немножко заходил за окружность росточки. То есть вот так. Тогда он уже из основного кубика никак не вывалится. Какова глубина точения вот этой окружности? Все очень просто. Это квадрат. Вот она будет глубина Т. Дальше делаем все то же самое. Растачиваем еще одно отверстие. В него опять вписываем кубик. Его уже глубина вот эта. Ну и дальше по порядку. Сколько хотите, насколько хватит у вас маленького такого ювелирного инструмента. Можно сделать хоть 12 фигур. Но это очень сложно, и детали становятся очень хрупкими. Теперь покажу, как это все будет выглядеть внутри, в разрезе заготовки. Значит, расположим наш кубик по его геометрической оси вращения. В моем случае у меня получится сделать 3 кубика внутри основного куба. И самое маленькое отверстие у меня будет составлять 5,5 мм. Поэтому сначала я произведу сверление диаметром 5,5 мм. Не обязательно насквозь, главное, чтобы было больше половины. Потому что каждую такую манипуляцию нам придется производить 8 раз. То есть с каждой грани кубика. Дальше мы делаем росточку. Это мы будем освобождать первый кубик. Сделали росточку. Важно делать вот именно в этом порядке. Почему? Потому что в таком случае очень удобно штангелем контролировать, какой диаметр мы растачиваем.
У кого есть УЦИ, то в принципе можно делать как угодно. У меня УЦИ нету, поэтому мне придется ручным инструментом это все измерять. Второй кубик. Ну и третий кубик. И выглядит это все будет примерно вот как-то так. Но в данном случае мы кубики получим, но они не будут освобождены внутри. Почему? Потому что уголки зацеплены в материал. Их нужно срезать канавочным маленьким резцом. Для этого придется изготовить маленький канавочный резец для внутренних отверстий. И внешним видом это будет выглядеть вот так. То есть мы освобождаем первый кубик. Мы освобождаем второй кубик. И мы освобождаем третий кубик. Выглядеть это будет вот так. То есть такая незамысловатая росточка внутри самого кубика будет выглядеть именно вот так. В моем случае у меня самое маленькое отверстие, точнее расточное отверстие, вот это вот, будет 12,5 мм. И канавочного резца у меня такого нет, поэтому этот инструмент необходимо изготовить, чем мы сейчас и займемся. В качестве тела самого резца я буду использовать биту от шуруповерта. Я уже шестигранник здесь точил до диаметра 6 мм, потому что у меня есть такая оправка. Здесь выбрал секцию, для того, чтобы можно было сюда припаять обломанную пластинку от отрезного резца, точнее от канавочного резца. Ее уже восстановить никак нельзя, тут очень глубокие сколы, поэтому я такие штуки не выбрасываю, потому что из них можно сделать очень маленький ювелирный инструмент. Приступим. В качестве флюса буду использовать тетраборат натрия, в простонародье обыкновенная бура, а в качестве припоя латунь L63. Значит, сейчас необходимо залудить посадочное место под пластинку, саму пластинку, и это все вместе соединить. Разогревать буду все при помощи бензиновой горелки. Поехали! Так, у меня резец будет стоять по-другому, поэтому необходимо перевернуть. Так, у меня будет стоять вот так. Так, теперь самое сложное. Готово. Хорошо спаялась. Пайка получилась очень качественная. Для таких мелких работ этого более чем. И внизу проплав есть, и с торца, и еще прихвачено к этой части самого тела резца. Теперь что необходимо сделать? Это будет не канавочный резец, это я делаю сейчас расточной маленький резец, поэтому создадим все необходимые углы на алмазной чашке. Итак, оснастку изготовил, которая мне необходима. Сделал сразу 3 расточных резца на базе 3-миллиметровых сверел, очень маленькие. И вот тот, который я делал на камеру, это расточной. Угол передней поверхности примерно 10 градусов, затыловка, точнее по задней поверхности градусов 7-6. Имеет вот такую клиновидную форму. Стружка-лом тоже имеется. Все попробовал, все работает отлично. И по металлу, и по нержавейке, и по алюминию. Превосходно. Ну и маленькие.
Вообще они мне как бы были нужны, просто инструмент лежал, чтобы сразу за один раз сделать все, что мне нужно, не доставая в следующий раз. Принцип тот же самый. Канавочный внутренний тоже сделан на базе отрезанного резца. В торец его припаял. Две стороны внутрь завалил, чтобы не цеплялись с металлом. По задней поверхности 7 градусов, по передней радиусная поверхность в виде стружколома. Теперь за работу. Так, устанавливаем оправку, вставляем сюда кубик и затягиваем. Готово. Сверлим сверлом диаметром 5,5 мм на глубину 20 мм. Далее растачиваем диаметром 12,5 мм на глубину 14. Далее растачиваем до диаметра 21,5 мм на глубину 10,5 мм. Далее растачиваем до диаметра 33,5 мм на глубину 6 мм. Ну вот, теперь устанавливаем расточной резец. Точнее не расточной, а канавочный. Начинаем с самого дальнего отверстия. Касаемся поверхности и протачиваем на глубину 2 мм. Порезался. Готово. И аккуратненько выводим. На каждой ступени делаем все то же самое. Блин, нехило так резцом, я руку порезал. Собака. Готово. Ну а теперь алмазным резцом, которым я, собственно говоря, руку и порезал, обработаем поверхность, потому что больше сюда не возвращаемся. Ну вот, до зеркального блеска. Далее установил резечек, который может делать фасочки внутри углублений. И сделаем фасочки на каждом из кубиков, точнее отверстий кубиков. Ну, в принципе, все. Одна из 6 сторон готова. Таким же образом обрабатываю все остальные стороны, за исключением последней. Последнюю нужно будет заклеивать, чтобы она не вывалилась во время обработки. Итак, 5 граней обработано, осталась одна. Ну, все подосвободилось. Осталась последняя, но сейчас мы ее в таком виде обработать никак не сможем. Нужно зафиксировать все кубики внутри, иначе просто-напросто они, когда сорвутся, попадут на резец. В итоге мы сломаем всю заготовку. Поэтому сейчас нужно это все каким-то образом зафиксировать.
Так, в итоге, чем будем все это фиксировать? Да при помощи обыкновенного жидкого клея. К алюминию он плохо пристает, поэтому он будет хорошо фиксировать, пока он застывший. Ну а потом в кипятке растопим, да вытащим все эти куски. Поэтому заливаем и не жалеем. Вот так. Клей застыл, я его бумажкой прижимал, чтобы не вылезал за границы. Ну, в принципе, теперь можно ставить и начинать обрабатывать. Вот так. Ну, все в том же самом порядке. Сверлим, растачиваем и делаем канавки. Ну вот и все. Вот так. Осталось только вычистить клей, ну и посмотреть, что из этого всего вышло. Итак, клей я отсюда полностью выдрал. Скажу сразу, это такое себе удовольствие. Конечно, в кипятке он размягчается и вытаскивается хорошо, но сопли потом оттирать от этих маленьких кубиков такое еще себе удовольствие. Для тех, кто сталкивался с этой проблемой, могу сразу сказать, оттирается хорошо ацетоном. В общем, все кубики внутри освобождены. Выглядит, конечно, все потрясающе. Без косяков, естественно, не обошлось. Вот эту стеночку я очень сильно прослабил. Точнее, не полностью вывел резец и дернул стенку. Она отвалилась. Ну, исходя из того, что эта заготовка была сделана прямо сходу, с первого раза, я никогда такие вещи не делал, все косяки в дальнейшем будут учтены. Вот. Ну как с первого раза? Не с первого раза. Есть еще заготовочка, которую я пробовал делать из фторопласта, чисто посмотреть визуально, как это все будет выглядеть. Здесь всего лишь навсего один кубик внутри куба. А вот это из металла делал первый раз. И несмотря на то, что заготовка пористая вся такая, получилось даже весьма и весьма. Занятная поделочка. Ну, в принципе, еще что стало известно, то есть кубик может делать еще чуть-чуть поменьше, потому что здесь он вот настолько внутри отверстия цепляется. То есть можно сделать поменьше, вообще на 1 мм. Это делать побольше, чем диаметр. И будет вообще сказочно. Можно будет даже вставить еще один кубик внутрь, я так полагаю. Отличный сувенир, но этот сувенир поймет лишь только технарь. Проектом остался доволен. Итак, мои дорогие друзья, подведем итоги. Ну, в общем, проект не бесполезный по той простой причине, потому что основная была идея – это прокачка знаний. Что в итоге удалось, так сказать, прокачать? Расточку, изготовление канавок в внутренних отверстиях и изготовление самодельных резцов. Знания такие, естественно, на улице и на дороге не валяются, поэтому все равно придется все изучать самому. Никто со стороны научить этому не может, только своими собственными ручками. Поделка весьма занятная, сувенир отличный, но опять же, повторюсь, этот сувенир поймет лишь только технарь. То есть обычной женщине это подарить, она просто вот так вот покрутится и скажет красивенько, и все, не более того. Ну а на сегодня у меня все. Всем, кому видео было полезно, не забываем ставить палец вверх. Всем пока.